Парусия 8. Почему Деву Марию называют Матерью Церкви? Исходный видеофайл имеет номер 18, он был добавлен постфактум. Мария, Мать Церкви. 3 марта 2018 года кардинал Сара от имени Папы Франциска решила, что этот праздник, Марии, Матери Церкви, будет отмечаться в понедельник Пятидесятницы. Что означает это название? Придется ли нам снова сказать некоторым протестантам, что Церковь заходит слишком далеко и что единственный Искупитель отнимает у него честь, а именно Иисуса Христа? Итак, я хотел бы показать в этом небольшом видео, насколько конкретно, что если Мария, Мать Церкви, это не мистико-студенистый титул. Он конкретен, и мы будем жить этим. Во-первых, протестанты ошибаются, говоря, что это не соответствует Писанию. Это само искупление Христа, в котором Он проявляет это так. Например, когда мы читаем в Евангелии от Иоанна 14 часов 13 минут, вы сделаете еще более великие дела, чем я сделал, и почему? Потому что, чего бы вы ни попросили во имя Мое, я сделаю это. Мы можем говорить друг другу. Но там он, наверное, преувеличивает. Мы не собираемся делать дела более великие, чем он, потому что все исходит от него. Но, конечно, все исходит от него. Когда Иисус говорит это, Он просто показывает, как и в какой степени Он собирается продвинуть нас вперед, что величие Христа в том, что Он наименьший, потому что Он выдвигает вперед всех тех, кому Он дает жизнь. Мы очень ясно видим это на кресте. Он это делает. Он делает это с Марией, когда дает ее как мать Иоанну, ученику, которого Он любил. Я не говорил Джону, я должен был сказать ученику, которого он любил, вот твоя мать. И в тот день ученик сделал его своим. Это свидетельство об Иисусе в Иоанна, глава 19, стих 27, несомненно, является Словом Божьим. И это что-то новое, так как для XVI века протестанты решили сделать это человеческим словом, позаботиться о маме, в то время как якобы, в то же время, есть старшие братья, которые должны позаботиться об этом. Они не видят, что они трансформируют Слово Божье, завещание Христа, в человеческое слово. Насколько конкретно это реализовано для Марии, сделав ее матерью Церкви, то есть той, которая дает жизнь всем спасенным, матерью всего живого, новой вы. Это конкретно, и это, очевидно, начинается потому, что она полностью подчиняется Богу, она полностью подчиняется Его Слову, потому что Бог избрал ее, чтобы она была Его собственной матерью, когда Он придет на землю. Это первый акт. Протестанты говорят, нет, она была просто животом. Они правы, она была просто пузом. Она была выбрана первой, потому что она исполняла волю Отца, и тогда она не просто утроба в Его глазах. Она Мать, Богородица, ее личность принесла Его в мир. Итак, протестанты склонны принижить материнство Марии. Это действительно важная роль. Итак, мы знаем, что Мария слушает все в своем сердце. Она размышляет над этим, она полностью это понимает, и это очень важно, так как на кресте кто-то должен представлять нас. Действительно, крест – это союз, который скреплен печатью, есть, да, Бога, прощающего нам наши грехи, и, да, человечество, которое принимает это прощение и которое соединяется с Богом. Кто там был? Человек, который должен был все понимать, а кроме Марии никого не было. Итак, даже этим действием она становится нашей матерью,
потому что представляет нас. Мы могли бы сказать себе, это мистично, это нас не касается. Это просто совсем не мистично. Теперь я расскажу о конкретных эффектах. Когда Жан заберет Мари домой, мы можем сказать, что Мари обучит его. Он молодой человек, ему 15-16 лет, поэтому он мог оказаться на кресте. У него не было бороды, чтобы рискнуть быть казненным, как и у других. И мы можем сказать, что если мы прочитаем Евангелие от святого Иоанна, которое он напишет в конце своей жизни около 90 лет, то это будет Евангелие от Марии. Почему это Евангелие так глубоко, так мистично, так разумно? Это потому, что Мэри учила ее около 12 лет, прежде чем она отправилась в тот мир. Достаточно сравнить с другими Евангелиями, они основаны на фактах: Иисус сделал это, Иисус сделал то. В Евангелии от Иоанна у нас есть самые глубокие беседы, учения. До такой степени, что даже сейчас мы немного избегаем этого, потому что мы этого не понимаем, хотя это очень просто. Затем Мария возносится на небеса и там становится королевой сердца Бога. Это означает, что все добро Бога является Его властью. Очевидно, это исходит не от нее самой, а потому, что она просит их, а от Христа, который дает ей все. Он дает ей пустой чек, она может делать все, что хочет. Она родит детей вечной жизни. И как она это делает? Она поручает другим людям с небес, она делает то же самое, принцип субсидиарности, все, что могут делать другие, она заставляет. Она не выдвигается. У нас есть доказательства этого, например, в 17 веке, когда она отправила свою мать, святую Анну, в Британь. Его мать сказала Николазичу, что здесь будет часовня, базилика в мою честь. Почему? Потому что все сокровища небес в моих руках. Святой Анны. Бабушка Иисуса. Но протестанты должны сказать, но мы идем куда угодно. Нет, вот как. Ты будешь делать большие дела, потому что я иду к своему Отцу. Это соревнование смирения, которое происходит в потустороннем мире. Очевидно, что когда прибывают большие испытания, мать вмешивается напрямую, а не только своих детей. Итак, с 1830 года мы видим, что явления самой Девы Марии умножаются на земле. Она приезжает к нам в гости, чтобы подготовить нас к великим испытаниям, которые придут на конец света, когда Антихрист готовит церковь, которая верит так, как верила. Это конкретно. Но некоторые скажут, это еще далеко. Что ж, вот еще более конкретный пример, в час смерти, который часто появляется первым для тех, кто пребывает во время страшного суда, в проход смерти. Это Дева Мария. Именно она часто появляется первой перед мусульманами, именно она является перед протестантами. Почему? Потому что просто своим присутствием она приводит их ко Христу в целом, ко Христу, каков Он есть, католик. Это означает, кто выдвигает свою церковь, тех, кто любит Его. Можно было бы сказать, но она выдвигает себя. Но не только. Кто, например, посылает нашего собственного дедушку, когда он на небесах, чтобы играть роль ангела-хранителя, потому что иногда он знает лучше нас, он прошел через земную жизнь. Это Дева Мария, это она выдвигает это, говоря, вы позаботитесь о своем малыше, чтобы взять его на небеса. Она проводит свое время в этом, на небесах. Королева,
которую можно было подумать подавляющей, тратит свое время, делегируя все полномочия своим детям, которые также являются королями и королевами сердца Бога. Итак, мы видим это, она, Мать Церкви со всех точек зрения, и мы можем сказать, что все те, кто однажды окажется в раю, так или иначе будут приведены в мир Марией, потому что я забыл сказать, кто приходит навестить души в чистилище, чтобы сэкономить ему времени и увезти на небеса. Это тоже Дева Мария.